Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на вторую декаду ноября для знака зодиака Весы. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Кипер нам покажет или сюрприз, или неожиданность, или сделает на чем-то акцент. Также будут советы от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос «да» или «нет». Весы, вторая декада ноября. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Для тех, кто в поиске, какие у вас перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? И совет или предупреждение от Таро. Кипер мы посмотрим отдельно. Так, на дне колоды у вас туз жезлов. И еще восьмерка. Ну, здесь может быть дорога. Дорога это будет в конце этих 10 дней. Поездка какая-то. У кого-то здесь может начаться строительство, ремонт дома. У кого-то новые отношения, у кого-то новый проект, бизнес, новая работа. То есть этот человек загорелся какой-то идеей. У него есть импульс, энергия, чтобы это осуществить. Тут единственное, что карта говорит, если вы тут что-то начинаете, постарайтесь, чтобы вот этот огонь не погас. То есть доведите это до конца. Ну, в отношениях у вас тут мечи. Конечно, это ваша масть, но... Хорошо, в начале этих 10 дней у вас ложится восьмерка жезлов. Но это может быть очень много поездок. Это передвижение, это может быть полет на самолете для кого-то. Может быть, это какая-то командировка по работе. Но вообще восьмерка жезлов – это получение каких-то хороших новостей. Это то, что вы ждали. Ну, это может быть, придут какие-то документы, денежные переводы. Всегда говорит о том, что это какой-то рывок вперед в ваших делах, в ваших планах. Может быть, это продвижение по карьерной лестнице, это может быть получение новой работы. Также это и в отношениях, это может быть влюбиться или перевести свои отношения на более зрелый уровень, преодолеть какие-то трудности. Семерка у нас перед ней, перед восьмеркой. Это вот борьба идет. Борьба то ли за отношения, то ли внутри отношений. Но она всегда говорит, что вот что-то вы ждали, но, как правило, это приходит раньше. Может быть, какие-то документы, разрешения. Ну, давайте мы уточним, с чем у вас восьмерка в начале. Конечно, это может быть ваше ожидание. Вот вы ждете какого-то рывка, прорыва, да, вот чтобы что-то наконец-то начало двигаться, работать. Да, восьмерка. Это выйти. Это у кого-то уезд, да, переезд, уезд. Это может быть смена места жительства, командировка. Но, скорее всего, вам не очень хочется в нее отправляться. Или наоборот, она говорит, вы долго ее ждали. Новая работа, новые отношения. Но восьмерка кубков – это разочарование в противоположном поле. Вот для тех, кто в поиске, тут у вас какая-то то ли внутри вашего сердца идет борьба, война даже, то ли у вас только отношения закончились, и тут еще у вас желание отомстить, наказать. Также восьмерка кубков может говорить, вы отказались от каких-то планов, которые не смогли реализовать. Может быть, поставили новые цели. Так, сейчас. Ну, тут перемены идут, перемены к лучшему. Кто-то меняет работу, кто-то меняет вообще род деятельности, кто-то уходит из одних отношений в другие, кто-то куда-то уезжает. Вообще у нас страшный суд – это выход из какой-то тяжести. А знаете, может быть, еще были какие-то судебные дела, долго тянулись, никак не могли вы разойтись с кем-то, разделить
ввестись в какое-то наследство, может быть, оформить документы. Да? Вот это выход из судебных дел, которые очень долго-долго тянулись. Ну или какие-то официальные бумаги, официальные дела. То есть карта говорит, одна дверь по 8 кубков закрылась, открылась другая дверь. А с чем связано, у всех тут, конечно, по-разному. Хорошо, давайте посмотрим для тех, кто в отношениях. Конечно, паж мечей может показывать конфликты, придирки, контроль, слежка друг за другом, ревность, да, какие-то замечания, недопонимание. Но также это поиск информации, отслеживание чего-то, может быть, через интернет. Может быть, это еще обучение ребенка, или вы получаете какие-то знания. Ну, давайте. Это изучение языков, например, если кто-то ждет уезда в какую-то другую страну. Может быть, вместе ходите на какие-то курсы. Но для женщин, может быть, это ваш супруг, возлюбленный. Но для мужчин это может быть конфликт вот с таким королем жезлов. Может быть, это какой-то ваш родственник. Или здесь есть соперник. Ну, тут вот защита идет чего-то. Защита собственности, защита местоположения, защита вашей любви. Так, что-то мне не очень понятно, если честно. Тут у вас в конце 10 дней еще и король пентаклей. Так, десятка кубков. Это ваше благополучие, эмоциональное благополучие вашего дома. Так, не видно, да? Вашей семьи. Тут вам нужно что-то будет защищать. Для мужчин это вот какой-то король. Какое-то недопонимание с ним. Я не знаю, кто это. Может быть, какой-то родственник или, опять же, соперник. Что у нас тут-то было? Жезлов и дурак. Башня. Тут прямо по картам это переезд. Может быть, это человек, который вам помогает переехать в какую-то другую страну, например. По девятке это нам нужно защищать. Наш дом, нашу собственность, нашу работу. То, что мы уже заработали, да, вот какую-то недвижимость. То есть вот это эмоциональное благополучие вашей семьи. То есть вот уехать куда-то в благополучную страну, чтобы перестать защищаться. Но еще девятка это говорит, что тут кто-то закрыт в отношениях. Может быть, здесь конфликты, например, из-за собственности. Например, делите вы там квартиру родителей. Может быть, это ваш брат или какой-то родственник, который тоже претендует. Это вот отстаивать свое, да, вот выход. Может быть, какие-то судебные дела были. Восьмерка, то есть это зашли вы с этим человеком в тупик. То есть договориться вы не смогли. Может быть, это разделить имущество, но уже через суд. Десятка кубков говорит, это получить свое, то, на что вы претендовали. Ну, или в отношениях здесь у вас любовный треугольник. Конечно, тут масса вариантов. Человек может женат. Или вы пытаетесь достучаться до чего-то сердца. Ну, женщина, например, уже хочет свадьбы. И из-за этого у вас конфликты. Или, может быть, кто-то хочет стать мамой. Тут беременность может быть. Или это ждать, когда человек наконец-то созреет до замужества. Ну, как вариант. Из-за этого могут быть конфликты. Тут карта вам говорит, наберитесь терпения. Человек должен созреть сам. Просто ждите. Будете давить, это приведет к неизвестным последствиям. Тем более, если меня женщина смотрит, король жезлов, тот вообще не потерпит никакого давления. Ну, как вариант. Так, хорошо. Для тех, кто в поиске, ну, пока поиска не вижу, может быть, у вас еще вот тут судебные дела. Кто-то вышел из отношений, из брака. У вас еще идет то ли дележка имущества, то ли
бракоразводный процесс, то ли вы тут с детьми что-то решаете, может быть, там алименты. Пока вы еще там, вы еще воюете, у вас еще это не прошло и не остыло. Что вам, совет посмотреть? Ну, а что совет? Совет. Ну, вы разбираетесь с браком, да. Карта говорит, закончите одно, уже потом, если вы настроены на новые отношения, только потом будем уже смотреть на новую любовь. А пока разберитесь, доделайте эти дела. Работа, карьера, бизнес, 4 жезлов. Но тут достижение успеха в какой-то сплоченной команде. То есть вот люди собрали урожай над тем, над чем они трудились. Может быть, вы сдадите какой-то крупный заказ, проект, получите свою прибыль. Также карта может говорить о продвижении по карьерной лестнице. Может быть, у вас тут бизнес связан, организация праздников. Ну, сейчас я сомневаюсь, конечно. Это еще строительство, ремонт, отделка домов, помещений. Ну вот я, может, выполните какой-то заказ, или построите что-то, или ремонт закончите. Но, скорее всего, вы работаете с кем-то. Также здесь могут быть какие-то корпоративные праздники, я не знаю, может быть, там день рождения вашей фирмы, может быть, вам какую-то премию выплатят, ну или праздник организуют. То есть, как бы карта говорит о каких-то профессиональных достижениях и об успехе. А вот для тех, кто в поиске работы, Верховная Жрица, тут или работу вы можете найти, связанную с оказанием услуг. Это может быть что-то связано с заботой, вот где там старики, соцзащита, да, вот старики, дети, те слои населения, которые требуют ухода. Еще это может быть работа, связана с вашими интуитивными знаниями. Может быть, кто-то начнет заниматься какими-то духовными практиками. Может быть, также карты Таро, руны. Давайте мы посмотрим. Кто-то здесь по жрице, конечно, ищет прям вот идеальную работу. Получится у вас, нет? Пятерка. Ну, идеалов не бывает. Здесь может быть получение работы. Вот я опять говорю, соцзащита, но оплата будет совсем маленькая и тяжелые условия труда. Ну, за стариками вообще тяжело ухаживать. За детьми также. Или наоборот, пятерка говорит, что вам предлагают, но все вообще ни о чем. Вот вы ждете, чего-то ожидаете. Может быть, здесь, конечно, получение работы, например, что-то связано с научной деятельностью, с обучением или какая-то секретная работа. Но все равно пятерка. Так, сейчас. Угу. Нет, здесь карта говорит, ждите. Ждите, поступит какое-то предложение, или если там, где вы есть, вот вообще ни о чем, то надо куда-то уезжать. Вот мы тут смотрели, да, дорога. Это может быть новый город, новая страна, башня. Это смена места жительства. Может быть, вы ждете какого-то приглашения. Вот. Человек стоит и ждет. Он уже вещи собрал, он уже готов, но то ли ждет, когда границы откроют, то ли ждет каких-то документов. Ну, может быть, кто-то гражданство ждет. Поэтому вы пока работы не ищете. Хорошо, финансы. Старший аркан влюбленные. Ну, тут, может быть, карта показывает, что, например, если вы в отношениях браке, как-то вы поровну зарабатываете. А также это всегда денежный обмен. Кто-то дает, кто-то берет. Еще, может быть, по деньгам вы здесь принимаете совместное решение. Ну, тут мы говорили, тут что-то с королем связано. Совместное решение, может быть, куда-то уехать. Или ждете разрешения суда. Или, может быть, тут что-то связано, покупка-продажа недвижимости. Потому что в конце у нас король ложится. Кто-то ждет разрешения, вот, развод или что-то судебные дела. Да, это по поводу треугольников, разводов. Может быть, вы ждете поступления этих денег оттуда, какие-то алименты. Ну, как-то, говорят, заканчивается. Судебные дела-то это уже все подходит к концу.
Но еще десятка — это какие-то обязательства, кредиты, то, что нужно выплачивать. Здесь вы какое-то решение будете принимать, чтобы вот это все закрыть. Да. Вот, например, для тех, кто уезжает, может быть, вы тут продаете все, что у вас есть, там недвижимость, все, и готовитесь уезжать. Ну, как вариант. Ну, как бы карта говорит, в конце этих 10 дней, если вы продаете сами и затянулось это все, значит, нанимайте риэлтора. Король Пентаклей в конце этих 10 дней. Это может быть решение вопроса с недвижимостью, это может быть риэлтор, банкир, может быть, это ваш работодатель. Еще у нас карта говорит, что если вы хотите начать вот какой-то новый проект, какое-то новое дело, то не рискуйте, потому что вот шут – это риск. И это необдуманные действия. Король Пентаклей никогда рисковать не будет. То есть, да, начинайте, это хорошо, но постарайтесь сохранить уже то, что у вас есть. Но также обратитесь к специалисту. Может быть, сделать переаккредитацию, закрыть какие-то долги, может быть, взять новый кредит, но меньше проценты. Или, может быть, тут помощь в покупке, продаже недвижимости. Также карта говорит, если этот человек даст вам какой-то дельный совет, то прислушайтесь, а если что-то предложит, то соглашайтесь. Но деньги сейчас нужно вкладывать в то, что стоит на земле. Это недвижимость, бизнес, но без риска. И в совет у вас ложится совет предупреждения, тройка жезлов. Карта говорит, если вы собираетесь куда-то уезжать, еще придется подождать. А также расширяйте свои владения, расширяйте свои горизонты. Если это бизнес, то вносите какую-то свежую струю, может быть, выбирайте еще новые направления. Но также вот по этой карте в эти 10 дней обратите внимание на мелочи. Вот для вас какие-то маленькие нюансы будут иметь значение. Может быть, вот в судебных делах. Хорошо. Ну и общайтесь, общайтесь, заключайте новые контакты, контракты, договора, сделки, что-то расширяйте, да. Давайте посмотрим для вас весы, вторая декада ноября. Что вам хочет сказать Кипр? Ой, ну тут какие-то судебные дела, да. Судебный, наследственный, дележка. Вот что-то закончилось. Это, может быть, закончился брак. Или в наследство выводитесь. А здесь здание суда и официальная персона. А официальная персона — это может быть судья, адвокат, военный какой-то. Да, может быть, если, как я говорила, судебные дела, то вам нужно будет нанять человека, который с этим вопросом разберется. Еще здесь неожиданная помощь на фоне дома. Тут я говорю, у кого-то получение или наследства, или наконец-то заканчиваются вот эти судебные дела по гроб, да, это что-то закрылось, там закрылся брак, или человек ушел. Это что-то, что вас очень сильно тревожило, о чем вы долго думали. Если вы здесь что-то пытаетесь купить, куда-то уехать, тут вам кто-то поможет. Может быть, вы хотите уехать, как я говорила, там шут, да. А может быть, это другая страна. А здесь кто-то вам, то ли вам вызов какой-то пришлют, то ли вам финансово поможет, потому что все-таки переезд — это очень затратный процесс. Да, вот какой-то король Пентаклей, мы его видели в конце этих 10 дней. Может быть, конечно, одобрение ипотеки, кредита или продажа недвижимости. Вот. И на эти деньги вы уедете. Так, хорошо. Давайте получим советы от Веканского оракула для весов. 2 декада ноября. Напишите, пожалуйста, смотрите вы эти советы? Стоит ли их делать?
Или это пустая трата времени? Так, совет для весов. Метла, причем прямая. Ну, это избавиться от чего-то лишнего. Сейчас я вам точно зачитаю. Что-то в вашей жизни больше вам не нужно. Так что пора выставить это за дверь. Действуйте открыто и честно, и избавьтесь от того, что может мешать вам стать счастливым человеком. Так, и еще совет от оракула Королевы Луны. Весы, 2-я декада ноября. Gratitude. Gratitude — это у нас благодарность. Карта говорит, даже если в нашей жизни происходят какие-то потери, трудности, все равно всегда есть за что нам благодарить Вселенную. Вот эта благодарность поднимает низкую вибрацию до более высокой. Поэтому всегда благодарите Вселенную. Но еще вот по этой карте постарайтесь не окружать себя негативными людьми. Общайтесь только с теми людьми, от которых идет позитив. Да, вот такой у нас совет. И давайте посмотрим маятник для вас. Весы. Маятник, ответь, пожалуйста, весам. 2-я декада ноября. На их запрос да или нет, о чем бы они ни спрашивали. Ответ да. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всем хорошего.